Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейший дрожжевой яблочный пирог с заварным кремом. Он получается таким вкусным, как торт, и готовится несложно. Для теста нам понадобится полстакана теплого молока, пакетик ванильного сахара, 7 граммов сухих дрожжей. Все размешиваем, отставляем в сторону до появления пенной шапочки. А пока в миске смешиваем 3 яйца и 100 граммов сахара. Также мы добавляем растопленное сливочное масло, но не горячее, а теплое. Я еще для аромата добавляю цедру половинки лимона. Очень советую вам это делать, получается так ароматно. Вливаем нашу дрожжевую смесь вместе с шапочкой и размешиваем. Это наши жидкие компоненты. Пошаговый рецепт и в граммах и в стаканах вы сможете прочитать в описании под видео. Добавляем пол чайной ложки соли и 300 граммов муки. Я ее просеиваю в 2 приема. И все размешиваем венчиком или ложкой до однородности. В этом рецепте я пользуюсь стаканом объемом 250 мл. Посмотрите, какое тесто получается у нас. Оно лентой стекает с ложки. Накрываем наше тесто пищевой пленкой. Я еще делаю проколы зубочисткой для воздуха. И отправляем в теплое место для подъема примерно на час. А пока готовим крем. 70 граммов сахара, 10 граммов ванильного сахара, 20 граммов кукурузного крахмала, цедру половинки лимона. Все размешиваем, добавляем яйцо и как следует все размешиваем, чтобы у нас получилась однородная масса без комочков. И теперь добавляем 250 мл молока. Ставим на средний огонь, и когда масса начнет парить, убираем до минимума огонь и завариваем крем. Вот такой крем густой у нас получился. Я его выкладываю на плоское блюдо, чтобы он быстрее остыл, и добавляю 30 граммов сливочного масла. Все размешиваем. Когда масло растает, накрываем крем пищевой пленкой в контакт, чтобы он не заветрился, пока остывает. Он нам нужен комнатной температуры. Тесто у меня поднималось 50 минут. У меня дома тепло. Посмотрите, какое оно воздушное и какие пузырики воздуха. Нам нужно как следует все обмять, удалить пузырики воздуха и еще на 15 минут, накрыв полотенцем, тесто поставить в сторонку, чтобы оно еще немножко поднялось. А пока очищаем 2 яблока от кожуры, удаляем сердцевину семечками и нарезаем яблоки на маленькие кубики. Посмотрите, какие кубики у нас получаются. Прошло 15 минут. Еще раз тесто перемешиваем и всыпаем нарезанные яблоки. Все как следует перемешиваем до однородности. Форма у меня 26 сантиметров в диаметре. И дно и бока я выстелила пекарской бумагой. Выкладываем тесто в форму и разравниваем. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Накрываем тесто полотенцем и даем ему постоять еще 15 минут. Наш крем остыл, он стал комнатной температуры. Перемешиваем его как следует и перекладываем в кондитерский пакет для удобства. Если у вас нет кондитерского пакета, можно его положить в целлофановый пакетик. И теперь нужно будет срезать уголок и выложить крем на наш пирог. Вот так немножко у нас поднялся пирог. И я выкладываю крем такой решеточкой. В клеточку у нас верх пирога получится. Вы же можете на свой вкус это сделать. Можно такими кругами, зигзагами. Это уже как вам нравится. В том месте, где нет крема, немножко посыпаем сахаром, чтобы при выпечке получилась сахарная корочка. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов. Режим вверх-вниз. Будем печь пирог до румяности примерно 40 минут. В моей духовке он пекся 45 минут. Готовность проверяем на сухую шпажку. Даем полностью остыть пирогу в форме, только после этого убираем форму, убираем пекарскую бумагу, выкладываем на блюдо. Можно перед подачей посыпать сахарной пудрой. Я этого не делаю. Мне кажется, он и так очень красивый. Сейчас мы его разрежем и посмотрим, что же у нас получается в разрезе. Режется он прекрасно, он мягчайший. А в разрезе посмотрите, какая красота. И низ, и верх румяный, виден крем, видны кусочки яблок. Пробуем. Друзья мои, это вкуснее любого торта.
А какой он вкусный на следующий день, настоявшийся, приготовьте. Это так просто и очень-очень вкусно.